Водоем Карп-Лидер, 5 сектор. Всем доброе утро. Мы проснулись, приехали сегодня 15 мая. Приехали вчера, где-то около 9 вечера. Разложились, поставили радпод на 4 палки, просто со стиками закинули. Сейчас готовим завтрак. Ночь прошла абсолютно спокойно. Не было ни одного пика. Ребята со 2 сектора, мы их спрашивали, когда они проходили рядом с нами. То же самое говорят, что у них очень слабо ловится, хотя они уже успели закармливать по многу. 2 суток они уже ловят здесь. Но, возможно, это связано еще с тем, что нерест карпа прошел на этом водоеме буквально 2 недели тому назад, и он только-только должен начухиваться и начинать кормиться активно. Сейчас приготовим завтрак, покушаем, а потом будем сами делать закормочную программу, и покажем, что мы будем использовать. Это одна из классных, хороших программ 2020 года, на мой взгляд, из тех, что я видел, из тех, что я смотрел. Это закормочная программа на основе тигрового ореха и сладких смесей клубники с мандарином. Команда Миненко, кстати, в 2020 году использовала именно эту закормочную программу, когда они ловили, в том числе и на чемпионате края. Так, это у нас бойлы вареные с мандарином Миненко. Это Monster Mix молотый 4 килограмма. Это пылики клубники и сам тигровый орех. И это мы приправим 2 ликвидами: клубникой арома и сливой. Сейчас по мере приготовления буду показывать. Вот наш Евгений готовит нам завтрак. Это мраморная говядинка, стейки. Можно не пережаривать. И будет яичница. И не обращайте внимания, это совсем не пиво. Это квас. И первое, что мы сделали позавтракав, это, конечно же, закормились, чтобы у карпов день задался с утра. Кормили, мы немного кормили, 15 ракет всего. А дальше пойдут в ход рабочие палки и будем смотреть на отклик.
Так, ну что, наконец-то мы закинулись. Время 10 утра. Будем перезабрасывать каждые 2 часа. И следующий закорм в районе 2 часов сделаем. Ну и последний, третий перед ночью в районе 7 вечера. Вечер уже первого дня заканчивается. Сейчас 17:27. Скоро начнем делать вечерний закорм. И где-то в 7 часов начнем кормить. Солнце сядет, а то за сегодня уже достаточно сильно позгорали. Жарко, печет. И ни одной поклевки. У соседей, те, которые приехали еще 2 суток назад, на 3-м секторе. Мы думали, что это 2-й сектор, но нет, они на 3-м секторе там находятся, на карп-лидере. Вот. Это вот вон там, в той стороне. У них последняя рыба была в 12:30 ночи. Мы ее еще застали, видели, как они ее вытаскивают. Но мужик, который там был, говорит, что он кормит уже... Нет, не кормит, а он первые сутки полностью кормил. И только спустя сутки у них была первая поклевка. А у нас пока ни одной поклевки. Хотя суток-то, конечно, еще не прошло. Сутки пройдут только завтра в 9 утра, после того, как мы закормились. Ну, посмотрим, что она принесет вечер и ночь. Планирую еще вечером коброй выкидать еще 1,5 килограмма мандарина бойлов, вот этих вот 24-х миненковских. Они очень прикольные. Мне понравилось, как они пахнут. Запах просто бомбический. Вот. Летят они с кобры тоже неплохо, не распадаются в воздухе. Ну, понятно, надо смачивать кобру, не забывать об этом. Закидывал их сегодня до обеденного закорма в районе 12 часов дня. А обеденный закорм мы делали в 2 часа, в 2:30, вот в этом промежутке времени. Утренний был закорм 15 спломбов, дневной был закорм еще 10 спломбов. Ну, сейчас вечерний сделаем на 35-40 спломбов прикорма. Сектор у нас неплохой, есть свет, хотя бы как минимум, и можно протянуть удлинитель к ближайшему домику. Там есть хозблок, откуда вода подается, и там же есть розетки. Можно спокойно туда поставить вот такой прожектор, подключить холодильник. Вот холодильник у нас замечательный доместик. Внутри квас лежит, охлаждается. Пластина холоднючая, просто супер. Вот. А вот наши пакеты, которые утром открывали для вечернего закорма, остались еще. Ну ладно, когда уже сделаю, покормлю. Надеюсь, рыба будет еще. И мы не уедем с нулем. И сможем таки в этом сезоне размочить нолик. Рыбалка, кстати, 2-я всего. Ну, не считая Астрахани. Астрахань-то это все-таки не карпфишинг, не спортивная ловля. Вот. Да и рыба там что, если брать спиннинги, удочки, то эта рыба была вобла, щука, а сазанов более-менее нормальных, зачетных, 3,5 килограммовых мы все-таки ловили на постоухе, а это больше добыча рыбы, или как астраханские егеря говорят, добыча, чем ловля. Ну, я полностью с этим согласен, но это тоже был интересный опыт. Так мы еще никогда не ловили рыбу. Ладно, посмотрим, что принесет нам вечер и ночь.
Наступило утро второго дня. За ночь было 3 поклевки. К сожалению, ни одного паровоза нам не принес наш вечерний закорм вчерашний. Поэтому будем сворачиваться. В этот момент я еще не знал, что появится возможность этой досады 0 однодневной сессии размочить и вернуться сюда всего через 2 недели, но уже на 3-й сектор и вполне зачетно отловиться. К сожалению, рыбки мы сегодня не поймали, но Карп-лидер классное место, суперское место. Мне очень нравится здесь 2-й сектор, 1-й сектор. На 3-м тоже ловили. 5-й все никак не дается почему-то. Хотя знаем прекрасно и где брова идет, и какие дистанции надо брать. Что заметили в этом году, в этом сезоне, если в прошлых годах не было здесь травы, ну ни разу я не помню, чтобы мы вытягивали крючки и там трава была, то, видимо, из-за обмеления водоема в прошлом году начала расти трава. И на дне теперь много мусора, поэтому, вероятнее всего, это тоже как-то сказывается на рыбе, на том, как она быстро может найти корм, потому что мы пробовали и поп-апы ставить, и длинный волос, и короткий, и нейтральной плавучести бойлы, и тонущие, и пылики. В общем, поклевки были на абсолютно разные насадки. И на поп-апы, и на пылики, и на клубнику нейтральной плавучести, миненковскую. Вот. Но, к сожалению, ни одной рыбы у нас нет за полтора суток нахождения здесь на водоеме. Ну, так бывает. С ноликами тоже уезжают. И, конечно же, ставить точку никто не собирался. 0 надо было закрывать. И мы в этот раз уже в другом составе возвращаемся на 3-й сектор. Первый день, а точнее его вторая половина и вечер, как обычно, в суете по разбивке лагеря, установке радпода, снаряжению снастей и закорму. А тут я остановлюсь поподробнее. На этот раз были внесены изменения как в закорм, так и в снасти. А мандарин был заменен на мидии и добавлена сыпуха с красным перцем миненко. А все остальное осталось прежним. Старт корма в этот раз был в первый же вечер 40 спомбов по 20 в 2 точки. Первую точку я выбрал и проверил випером 79 метров передо мной напротив на высокое дерево. А вторая точка на правый угол на крышу дома. По сути, это центр 2-го сектора. Дистанция такая же, 79 метров от меня и по прямой 75 метров от 2-го сектора. Обе точки это выход из ямы, брова, дно чистое. Так, ну вот, долгожданная 2-я рыбка. Смотрите, какой красавчик. Вертальный карп. За нижнюю губу взял, как положено. Поклевка на соседние удочки с другой точки. И мы ее упустили из-за того, что не было вовремя на голове света. Вот. Только я успел перезабросить первую точку, как взяла 2-я точка от 2-го сектора. Это 2-я точка, это 77 метров. 77 метров удаления от 3-го сектора получается на крайний правый угол, если смотреть на крышу. Ну, я говорю это для тех, кто здесь бывал, ловил, он понимает, о чем я говорю. Вот, сейчас будем карпика вешать. Ну, надо думать, будет меньше, чем тот ночной, который, ну не ночной, а утренний, который был до этого. Это уже настоящий. Сейчас мы весы контрим. Убери мешок. Угу, спасибо. Натяни, пожалуйста. Так,
4,25. 4,25. Ну, тоже неплохо. Сейчас мы ему водички чуть-чуть подольем Чтобы и он будем успокоился. отпускать дорогого гостя. Пусть идет, зовет своих друзьяшек. Давай. Давай, зеркалик. Ушел. Пошел. Вот, хвостик отдохнул. Не успели вытащить одного. А как ты его обнаружил? Ну как, сработали же обе. Просто эту мы оставили, и она замолкла. Я думал, что была просто поклевка, и все на этом. А он нет, он сел и просто безмолвно Так, ну сейчас ничего все равно не будет видно. сидел. Так, ребятухи, камера снимала все это время. Длина примерно 60 сантиметров. Да, это у нас амур. Смотри-ка, он успел высадить. Опа, что творит, а? Что творит? Высвободиться. Да. За сетку, за подсак. Подожди, не тяни. Не тянуть, не тянуть. А то я сейчас сам себя. Давай, подержу. Как он, а? Схватил, смотри, и смирно сидел. Не подавал виду, что он там вообще есть. А теперь что творит? Не хочет. Выходить, да? Сейчас мы тебя тоже взвесим, красавчик. Угу. Поднимай, я вытаскиваю. О, этот потяжелее будет, чем... Оп, спрятали. Упрятали. Я думаю, что тут килограмм 8-9. Так. Слушай, а как они это пришли все на ужин Ты, одновременно? там же можно уже не то самое, не обнулять, потому что там вес этого ты замерял, да? Обнулял? Ну, я до этого ж обнулял. Ну, я ж весы выключал после этого. Ну, будет там 1,7 вес ПЦК. Угу. Ой, не ПЦК, а этой сетки. Ну, соответственно, 9 9 ровно. 9 ровно. 8,92. Думает, что уплывет. А? Думает, что уплывет. Без фотографий хрен уплывешь. Да. Красивый такой. Так, ну, взвесили мы ее. Это самочка, смотрите, видите, у нее еще экрана не от металла. Сейчас будем выпускать. Держали мы ее не больше там 3 минут, наверное, 4. Вот. Вес ее 7,5 кг получился без сумки. С сумкой больше 9. Пойдем выпускать. Ох, сопротивляется. Хочет быстрее на волю. Ну, пошла. Нет, нет. Надо ей открыть домик.
Ушла, махнув хвостом. Доброе утро. Начинается утро вторых суток. Наша рыбалка подходит уже к завершению. Вчерашний вечер был просто шикарным. Обе точки, которые мы закармливали, они показали нам рыбу, дали свой результат. Сейчас у нас начинается небольшой утренний дождик. И с таким противным ветром 7 метров в секунду. Рыбалки, наверное, уже сегодня не будет точно. Поэтому мы постепенно начали складывать вещи. Дождик пройдет сейчас через часик. И я думаю, мы завершим эту рыбалку на сегодня. В общем, карп-лидер для нас раскрылся наконец в этом году. Замечательные 3 больших хвоста. Напомню, первый был на 6 килограмм карп. Второй зеркалик 4,5 и третий амур 7,5. Ну, то есть амур самый большой был, при этом коренной. Я думаю, что на ночных кадрах это будет видно. Подписывайся на наш канал, ставь лайки. Всем пока!